Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы попробуем отвлечься от того, что происходит вокруг, и у нас сегодня будет битва. Вы помните, вы все просили, чтобы я по этим же горкам проехал на Дастере, вы просили, чтобы проехал на Атласе 1.8, вы просили, чтобы я проехал на Тугеле и показал, как там работает. Пока я собирал все автомобили, пока все смогли. Естественно, погодные условия у нас изменились, уже наступила весна, но снег еще есть. И что будет сегодня? Грязная горка. Оп-оп-оп-оп-оп. Лопаты есть? Потому что не знаешь, да, что дальше будет. Есть пиха, давай, есть пиха. Потом уже без шансов. Ух ты, господи, отстрел. Ну, первопроходец, что поделать? Кто нам скажет, что это вы без колпака приехали? Давай Тугела, которая объелась нутеллы. Нет, 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 нет. Ладно бы чуть-чуть. Так нет. Целая куча. Вы скажете, это же разные машины, зачем ты их сравниваешь? Неважно. Сегодня мы смотрим на то, как работает их привод. Даже в каком-то таком сравнении. Потому что оба привода этих автомобилей можно назвать топовым в своем классе. Дастер, благодаря своей, в том числе и геометрии, и вообще своим возможностям, он всегда был одним из лучших проходимцев. Тугела сразу таковой стала, в принципе, благодаря вот этому, да, сочетанию автомата, халдекса и всем настройкам систем. Единственное, что она, конечно же, более красивая. И ее внедорожные способности, скорее всего, будут ограничены только какой-то геометрией и красотой ее бамперов. Углов, опять же, въезда, съезда. Посмотрим. По шинам. Опять у нас сегодня липучки у обоих. Здесь Nokian Nordman, ну, точнее, Nordman RS2. Здесь Continental Winter Contact. И посмотрим, как они себя проявят. Но для этого, конечно же, нужно посмотреть на условия, что изменилось. Потому что снег, понятное дело, он вот такой вот рыхлый, где-то полулед. Но, вы посмотрите, где-то подтаяло, и у нас уже просто проступает земля, в том числе на всех склонах, по которым, возможно, хотелось бы съехать. И, конечно же, надо посмотреть, что с нашим перешейком. И приготовьтесь, сегодня мы снимаем на новый дорогущий объектив, который сделал дорогущим, в том числе и Renault Duster, да, который на вариаторе сейчас вы купите, если повезет, от 3 миллионов рублей, по стоимости от 3 миллионов рублей. А Geely Tugela, я думаю, если повезет, то от 4 миллионов рублей. Конечно же, все это связано только с объективом. Итак, вот он наш перешеек. Такой Гранд Каньон, мини-Гранд Каньон. Вы помните, я тут висел, когда выезжал, и в принципе все выглядит вообще не страшно. Вот подумаешь, здесь машина может соскользнуть и улететь туда. Или здесь она может не проехать, соскользнуть и улететь туда. Вот тут еще меня волнует очень сильно. Тут уже все, пиндец. Вот, ну посмотри, это жижа. Просто как только мы снег, вот эту корку счищаем, потом уже без шансов, Сань, будет. Шанс всегда есть. Один. Он стоит в Молоково. Кстати, да. Короче, в любом случае нам нужно, Сань, спрыгивать сейчас максимально, даже вниз. Ни в коем случае не блокировать колеса. Прям вот бодренько съехать, чтобы здесь ничего не испортить. Что мы будем делать там? Вообще не знаю. Пойдем посмотрим, какой длины у нас все вместе трассы. Сегодня с нами нет Discovery. И Митсу тоже. Потому что нас всего двое. Ну и так как мы не знаем, что же нас ждет там все-таки внизу, поэтому первый будет тот, кого нам меньше жалко, да? И, конечно же, Renault Duster. А что я открыл? Как будто здесь есть кнопка открывания двери багажника. Нет, кнопка у нас только здесь. Итак, у нас есть несколько тросов. На всякий случай. Тут у нас под петлю. Раз. Посмотрим, какой все это длины примерно. Так, Саня. То есть вы помните, в прошлый раз нам очень сильно помогло то, что у нас было достаточно длинная веревка, чтобы Discovery мог тащить
на ровной поверхности, а не там, где-то там и не в обрыв. Соответственно, вот второй. Трассы еще со времен Т+, поэтому вспомним их, да, добрым словом. Они действительно крутые, потому что очень долго нам уже служат. В принципе, вот где-то вот так, да? Но не так и много. Конечно, сегодня придется прорываться этим автомобилем. Как вы сейчас пишете, да? Китайцев нужно больше снимать. Вот, мы снимаем. Сейчас мы будем снимать. Чувствуется больше автомобилей, те, которые максимально не подвержены каким-то влияниям. Хотя, мне кажется, вся обстановка просто будет влиять. Цены по-любому будут вот так вот. Свистопляска какая-то будет. От нее, и ее нам не избежать. Лопаты есть? Компрессор, кстати, я взял. Вот, а лопату должен был взять ты. Лопата, точно. Едешь в снег, возьми лопату. В следующий раз. Опа! Погнали? Так, ну все. Джили закрыл. Да. Кстати, вот так вот нынче выглядит успех. Кстати, реально, у нас сегодня Джили успех, мне кажется. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Но у нас сегодня Renault Duster. Duster с вариатором, бензиновый, турбо. У нас есть 4 WD-лок. Что может пойти не так? Напомню опять, для самых смышленных, что мы сегодня здесь делаем. Никто не поедет в такую срань на своей машине, бла-бла-бла и прочую всякую фигню. Вы должны знать, как поведет себя автомобиль. Ничего не... Вот на самом деле я за то, чтобы испытания сделать еще серьезнее. Еще, чтобы они были вот прям вот... Потому что не знаешь, да, что дальше будет в этой жизни. Надо быть ко всему готовым, господа. И если вы тряслись там раньше и все время не знали, что там, как с пылинки сдувать со своих автомобилей, может настать такой момент, когда придется проезжать вот в таких условиях. И нужно быть готовым ко всему. Ну реально скользко. Реально скользко. Но я здесь проезжаю. И здесь проезжаю. И тормозить я здесь не собираюсь. У меня Duster, поэтому я быстренько проскочу, чтобы, не дай бог, не разбить колею. Чувствуется скользко, но нормально. Нормально. Все прошло нормально. В эту сторону нормально. Я еще раз это повторю, на всякий случай. Кажется, Саня там бежит. Саня, ты как? Да, надо камеру назад вешать, я понял. Так, здесь перегибчик. О, скользко. Скользко. У нас сегодня очень скользко. Очень много снега, льда, скользкого. Под ним еще более скользкая жижа. Вообще жесть. Так, ладно. Начнем с самого простого. Мы здесь, как ни странно, везде едем. Практически нигде не цепляем. Пока что, да, накатано. Снега тяжелого вот этого нет. Но вот, допустим, я поеду прям вот по сугробам. Потому что сымитировать Geely Atlas, да, то, что он там где-то не мог. Хорошо, что у нас вариатор. Мы можем на реношном вариаторе почему-то везде, где хочешь ехать. И как бы он не встает, не встревает. Вот здесь возьмем, загребем сугробы какие-нибудь, проедем немножко по сугробам, в которых ему будет тяжело. Плюс клиренса у нас побольше. Вот мы встряли. Так, ну хотя бы он едет назад. Мне уже нравится этот Duster, но провалился я, будь здоров. Короче, снег обманчивый. Кажется, что он где-то жесткий, но как только ты вот в такой въезжаешь, он очень рыхлый. И вообще, как нефиг делать, зарываешься. Ну вот она, типа горка для проверки недокроссоверов. Мы на Дастере заедем. Короче, понятно. Никаких проблем не возникает. Просто едет, прет как танк, можно сказать, и без каких-либо проблем проезжает. Она потяжелее. Ощущение есть, что она потяжелее. Оно и понятно. Соответственно, ей
тяжелее будут даваться подъемы все. Ее вот уже подсносит куда-то. Так, тоже не останавливаемся, проезжаем. Проезжаем, не останавливаемся, не портим, если что, чтобы потом залететь. Так, о, господи, был контакт какой-то там где-то, что-то с чем-то. Нормально проехали. Такая задемпфированная педаль в оффроде, прям ух. Лучшие повадки Тигуана называется. Вспоминаешь их режимы оффрод. Так, скользко. Чувствуется, что скользко. Масса больше, да. Но тут у нас, понимаете, да? И колесная база побольше, и все может быть не так просто. Мы опять начинаем с самого простого, типа горка для недокроссоверов. Здесь едем нагло, по снегу называется, да? Чувствуем, что... Ух ты, господи, отстрел поймал, ничего себе. Что-то как-то подпрыгнул, чувствуется, что не очень хорошо машина. Поворотливость не такая, как у Дастера, кстати. Не такая поворотливая. Чувствуется, что база побольше. Как я тут на Дастере? Это как-то просто вот так вот взял и заехал, да? Прям вот так. Вот, ESP включилась? Нет. Что-то там где-то как-то. Но она включается, но... Вот. Ну, то есть, чувствуете, да? Уже не так легко, как с Дастером, потому что здесь она провалилась в снег, зарылась. ESP, кстати, не сразу сработала, да? Не протолкнула, не прям в первый же. Она позволила ей остановиться, а потом импульс дала. То есть, и вот за счет этого я уже встал. Пришлось откатываться назад и ехать еще раз. Не сразу, не так быстро называется. Не так быстро, как в Дастере. Так, проверим внедорожную уже горку. Ее немножко подразъездили, то есть она не такая страшная. Видны, конечно же, следы от брюха. Причем там брюхом кто-то прогладил, будь здоров. Ну нет, скользко. Так и так все увидят, что скользко. Самое важное вот здесь вот, где он будет... Нет, так он вообще не поедет, потому что скользко. Там будет вывешивание. По-наглому здесь бесполезно, как вы видите. Но там будет вывешивание сложное. Потому что многие не заезжают в накат именно там. И вот там ему надо импульс этот сохранить. Поехали. ESP-ха, давай, ESP-ха! Нет. Скользко, очень скользко. Накатик. Возвращаемся немножко к накатику. И поехали. Вывешивается колесо, проталкивает. И садится на брюхо. Садится на брюхо. Брюхо останавливает его. Именно там, где как раз-таки все и у нас приглажено. Ну, мне кажется, проедем все равно. Сейчас он немножко это брюхо чуть-чуть промнет под себя и не будет его так сильно останавливать, и он импульса ему хватит. То есть мы даже не будем прибавлять разгона. Но окошко я закрою, там вон видна грязь уже. Погнали. Импульс, ESP. Оп. Все, опять брюхо остановило. Ничего страшного. Ничего страшного, сейчас заедем. Ну, первопроходец, что поделать? Делайте на эту поправку. ESP-ха, брюхо и пролезаю. Вообще просто. Вот даже вот через это брюхо, благодаря ESP, да, не с первого раза, где-то сначала упирался, не хватало. Ну, а как? Тут уже ESP против снега и прилипания называется. Как только позволило это ему немножко придавить это все, потом уже на ESP он сюда заехал на имитациях. Круто. Нифига себе. Вот так вот. Вот так вот, на ESP-хах
Вот это прикол. Потому что я думал, что Дастер продавил под себя только. И Тугела по его следам не сможет ничего. Она взяла и проехала. Так, что-то у нас здесь явно сегодня не так все просто. Ну что, придется брать эту гору тогда, заезжать. Что, сначала... Давай еще разочек здесь, сейчас я наверх поднимусь. Я не верю своим глазам, но хочу увидеть еще раз. Давай. А что там такое валяется? Смотри, на снегу прям черное. А это, кстати, возможно, наш колпак от Mitsubishi Pajero сзади, который на крюк крепится. Да ладно? Он вот там вот так врос? Наверное. Надо да. его убрать, может Я быть? просто не видел его, чтобы его на место поставили. А он вообще у нас был? Ну слушай, раз это наш, надо забрать. А то нам скажут, что это вы без колпака приехали. Похоже на то? Прикинь? Да, это наш. На том месте, где мы висели. Я первый раз заезжал, то есть это сейчас уже немножко отрыли, и он нашелся. То есть там, где я же первый раз заезжал, он не торчал. Второй раз заезжал, не торчал. Третий. А я думал, где он? А он, оказывается, все время здесь был. Ну ладно. Прошло сколько? 2 недели? Пару недель, так точно, да. Прикольно. Как разгоняться не буду даже. А вот отсюда поеду. И офигеешь, называется. Погнали. Хо-хо-хо-хо! Прям жик-жик-жик-жик. Слушай, блин, она прикольно делает. Она прям, знаешь, когда уже начала имитировать, она тебя не бросает нигде. Вот сейчас уже не останавливала. Там, возможно, из-за того, что провалилась, подумала, о, рыхлый снег, надо что-нибудь изменить, какие-то алгоритмы. А тут прям жу-жу-жу-жу, и чтобы импульс вот этот, прям в лучших традициях Вага. Капец. Вольво. Прям мне да, ну Вольво у нас хуже заезжал тогда. А на чем мы V60 едем? кросс-кантри, А. помнишь? Она тоже брюхом упиралась, правда. Ох ты, блин, короче, все те, кто купил Тугелу вместо Atlas Pro, сейчас, я думаю, прям кайфуют. Потому что я вот прям поймал это ощущение. Вот, ах ты, вот из разряда. Надо было брать. Туда? Но мне кажется, он там где-нибудь посередине встанет, скорее всего. Ему клиренса ведь хватит. Поэтому в нем вот эта уверенность есть сразу же у тебя. Ты сидишь такой, это что? Грязную горку. О, название. Родилось название для препятствия. Грязная горка. Ну, погнали. Страшно. Ну, что делать? Надо ехать. Ой, а что-то из-за того, что там скользко. Не поедет. Не едет. Не едет. Я здесь, кстати, потерял ход, потому что скользил колесами много. Здесь прям лед. Давай возьмем больше разгона. Мне кажется, если вот этот преодолеть поворотик, он дальше его может затащить. Я сейчас что включено-то? Лок и ESP. Кстати, может ESP вырубать? Да не, ESP не будем вырубать. Сначала с имитацией. Они иногда где-то помогают. Прям. Погнали. Давай, ты можешь. Он может, но не может. Но нет, зацепа нет, конечно же. Конечно же нет, господа. Зацепа. Но по клиренсу мне вообще нормально все. То есть вы чувствуете, да? Потом все-таки под этой грязью, у нас еще она не прям вот грязь-грязь, там под ней мерзлота вечная. И там уже мы, конечно, скользим. Все выключим и посмотрим, что будет. Мне кажется, то же самое будет. Сейчас на месте побуксуешь. Ну, посмотрим. Интересно. Я заехал. Вот вам и Дастер. Я наверху. Офигеть. Выключил ESP и
все, и ты победитель называется. Как это реклама раньше была такая по телеку. Вагонвилс, и ты победитель. Вот сейчас Рено также сделал. И ты победитель. Как тебе? Огонь. Офигеть, да? Да, мои предсказания не сбылись. Надо было что-нибудь поставить. Ну, слушайте. Сможет ли Тугелова это сделать, а? Как бы заехал здесь дизель 1.5. Он на механике не так Механике. удобно, конечно. Да как, ток так же бы фиганул этот газ в пол и пер бы, пока он не заткнулся. Ну, немножко под сцеплением пришлось бы поиграть. Может быть, где-нибудь бы, чтобы поменьше пробуксовки было. Мне кажется, тоже бы заехал. Но прикольно, да, то, что ты с вариатором теперь наконец-то вернулся вот этот тот самый Duster. У него и сохранились преимущества бензинки, что типа быстро набирает. Момент есть, что легенький, ощущается, что он такой легенький. И что тебе уже не надо сцеплениями, коробкой, да, играться. Не надо поджимать где-то сцепление, чтобы он не подзаглох, да. Здесь уже все. Все. Ты можешь. Это чувствуется. Тугело. Интересно. Интересно, шо капец называется. У Дастера здесь по подвеске преимущество. Потому что тут нет-нет, да что-то там она отстрелит. По ней заметно, как она скачет. Да? Ну вот. Но 20-е катки еще. Может быть, ширина зацепа тут зароляла. Не знаю даже. Но у меня сейчас полное ощущение, что я даже, в принципе, на имитациях должен здесь, по этой горе, теперь заехать в эту гору. Оп. Нет. Нет. А тут тяжесть против нее. Ей нужно вот этот проскакивать перегиб, иначе она просто скатывается. Но Дастер тоже не заезжал, да? Как только я выключил антибукс, тогда он начал ехать. Ну, точнее, проскочил. Здесь важно набрать очень скорость. А сейчас я меньше брал разгона. Попробуем еще. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. О, да. Это скатывается обратно. Вообще будь здоров. Просто будь здоров. Так, ну что, попробуем тогда отрубить антибукс. ESC деактивирует сразу. Ну что, пробуем? Не бросай меня, не бросай. Опа. Не Я бросай. буду всем так резко. Коробка. Ёпрст. Ну, собственно, эта горка не покорится. По нескольким причинам. Первое. Это, конечно же, вес. Вес чувствуется. Что он здесь играет не на руку явно Джили. Потому что она не цепляет. Ей клиренса везде хватает. Но из-за того, что просто больше вес, она не может так легко, грубо говоря, запрыгнуть, как Дастер. Блин. Единственный еще вариант, Сань. Какой? Без режима оффроад, без ESC, потому что скорость реально набирается, а ей надо. Она тут думает то так, то сяк. Может быть, ей это еще не нравится. Попробуем. Давай последний разочек. Последний раз, да. Последняя попытка, Тугела. Все из-за веса. Даем такую поблажку. Ну как, не поблажку, последнюю попытку даем. Благодаря тому, что все-таки она тяжелая. Вроде бы может, но нужна уверенность. Погнали. Саня, я прям я тут, я вот за перегибом, уже практически, почти практически. Но, блин, летит капец, она разгоняется, кажется, сразу. Никакие ассистенты спуска, я там пытаюсь отпускать тормоз, но без толку называется, ничего не получается. Так, ну что, констатировать будем тот факт, что она все-таки
не заберется в эту гору. Я почувствовал, что вроде бы вот оно сейчас чуть-чуть еще и возможно, потому что был уже практически все мордой туда уже выкарабкиваться. Но там зацепа нет, импульс не сохраняется. Дастеру как-то полегче было. Дастер смог. Без вариантов. Придется по перешейку. И это то, чего я, наверное, еще меньше хотел. Потому что там тоже есть свои опасности, и это наш последний путь отсюда. Давай, тугела, которая объелась нутеллы. Нутеллы поела и не поехала. О, а тут сразу весь такой на имитации. Хрюк-хрюк-хрюк-хрюк-хрюк. Вроде едешь. Ну, здесь без проблем. Там что-то где-то что-то потер. Ничего страшного называется. Да, тут на Атласе у меня прям сразу плохие воспоминания. Нет. Нет. Пробуем. Шанс единственный, поэтому едем. Сань, что-то легко так. Да, только ударился. Я просто больше переживал, что у меня одна попытка, если я потом вот это все раскатаю, то будет так же, как там. Она будет потом все время назад скатываться, зацепа не будет, а здесь как-то раз, и я уже тут, перед Гранд Каньоном. Я думаю, что все будет нормально, потому что туда мы свалиться уже не должны, да, потому что колея есть, мы смотрим сюда и... Да не, все нормально. Просто еду на тебя прямо руль. Вот здесь поворачиваю и спокойно заканчиваем. Сейчас бы переживать уже в таких ситуациях. Зацеп есть, лед остался. Все нормально. И это не Atlas Pro. О чем тут еще переживать? Медленно, плавно, аккуратно. На имитациях поворачиваю руль. И проезжаем. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, в принципе, мы заехали. И, как вы видите, условия, естественно, изменились. И машина постепенно уже становится действительно красивой после нашего оффрода, а не просто, да, там, побуксовали в снежке. И дальше, в принципе, у нас будут вот такие условия. Снега будет становиться меньше, грязи будет становиться больше, поэтому, если вы хотите проверить свой автомобиль в деле, а сегодня вы видели, у кого хоть какой-то клиренс есть, в принципе, все достаточно это безопасно. Горки фактически, практически нами тарированы, испытаны всеми возможными кроссоверами. Можно устроить какую-то зарубу интересных кроссоверов. Ну, опять же, актуальных для нашего рынка в нынешней ситуации. Ну, а сегодня вы увидели, как ведут себя два одних из самых хорошо настроенных, наверное, по приводу, без косяков в коробке, потому что там вариатор в Дастере, да, но тем не менее я говорю без косяков, потому что ни единого вообще вопроса к коробке конкретно этого Дастера у нас здесь не возникло. Как, в принципе, и к коробке, и к поведению Тугелы. Она прикольно настроена. Вот это видно, что Китай может, но только пока что с автоматами. С роботами что-то пошло не так у них на самом деле. Вот такие пироги. И это значит, что с еще большим нетерпением мы ждем Джили Манджаро, который задаст жару, если только не будет стоить 5 с лишним миллионов рублей, когда приедет. Ну и на этом все. Всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч. Пока. Ох, на мойку теперь. Капец.